Любовь не всегда приводит к хорошим чувствам. Это очень тонкая грань, которая в любой момент может разрушить обоих. Я наткнулся на очень интересный канал, а конкретно на видео, которое меня поразило. Сегодня мы разберем видео Каакс от Каксбуко. Надеюсь, правильно произнес. Работу, которая заставляет чувствовать дискомфорт каждой клеткой тела, но от которой невозможно оторваться. Все начинается тем, что наш главный герой куда-то очень сильно спешит на машине, но немножко не вписывается в поворот. Но, кстати, на удивление, каким-то образом он выживает. И вот он убитый, покоцанный, идет по дороге, и тут появляется девушка, которая улыбается ему, как будто зовя, что хочет его обнять. Но как только он подходит и облокачивается на нее, будто бы прося поддержки, она сразу же пропадает. Раз он каким-то чудом не умер, скорее всего, все, что происходит, нереально, то этот инцидент с машиной показывает нам, что чувака реально покоцала жизнь. И как бы да, ему реально хочется какой-то поддержки, но того, что было раньше, уже нет. Девушка, скорее всего, это просто иллюзия. Вот нам показывают полицейских, которых уже оповещают о том, что случилась какая-то катастрофа. Ну а наш ГГ в это время наносит себе увечья. Даже не знаю, как описать, на что он похож. Смотрите на стену. Overlooking that hotel. Это прямая отсылка к Сиянию Кубрика. По сути, это здание такой же проклятый отель, который жрет психику героя. ГГ выжил в аварии, но посмотрите, что он с собой делает. Он буквально превратил себя в живой труп. А вот сейчас произойдет самое страшное. Это переход к абсолютной тьме. До этого момента ГГ разрушал только себя. Полиция в таких видео часто символизирует остатки порядка, реальности или попытку общества помочь. Убивая их, он обрывает последнюю связь с нормальным миром. Забрав пистолет, он переходит из статуса жертвы в статус агрессора. ГГ пытается позвонить бывшей, но его внутренний голос, ее проекция, бьет на отмаш. Твой звонок вызовет у нее лишь еще большее отвращение, говорит она. Все. Это точка. Он надеялся на жалость или спасение, но осознает, что для нее он уже просто мерзкое воспоминание. Он унижен, пуст и теперь окончательно одинок. Внутренний голос издевается. Осталось ли в твоей голове хоть что-то? И мы видим ответ. Весь экран заливает багровым цветом ярости. Его единственная мысль — это убить эту суку. У него не осталось ни логики, ни сострадания, только желание уничтожить ту, кто, по его мнению, виновата в этом аду. По ходу продвижения он еще убивает каких-то двух бедолаг. Не знаю, не вижу здесь какого-то особого смысла. Возможно, просто автор сделал отсылку на кого-то. ГГ пытается убить образ бывшей, стреляет ей в голову, но вместо смерти получает кошмар. Она превращается в нечто черное и буквально начинает пожирать его разум. Это метафора того, как ненависть, которую он себе взрастил, обернулась против него самого. И тут резкая смена стиля. Мы видим ее настоящую. Или скорее, его чистое воспоминание о ней. Фраза «Помни, зачем ты пришел» — это самый сильный удар. Она звучит не как угроза, а как холодное напоминание. Это значит, что весь этот путь, авария, увечье, убийство, был его осознанным выбором. Он сам пришел в этот ад за местью, и она просто напоминает ему, что он получил ровно то, чего хотел. В этом моменте все же полиция берет верх над ним, и им удается его как минимум безоружить. Вне сил взять пистолет, он просто скрывается. ГГ на пределе, он ранен, безоружен и, наконец, стоит перед ее домом. И тут снова она. Посмотрите на эти жесты. Сначала она насмешливо разводит руками, мол, ну и зачем ты здесь в таком виде? Она складывает руки, будто в молитве. Это и есть торг. Она пародирует его внутреннее желание все исправить, вымолить прощение, вернуться в тот момент, когда все еще было хорошо. Она буквально смеется над его надеждой. ГГ заходит в дом и видит не ту идеальную проекцию, которая издевалась над ним в пути, а живого, измученного человека. Она тоже наносит себе увечья. Оказывается, все это время страдал не он один. Ее слова «Я знаю, что ты чувствуешь». Это были ужасные пару лет для нас обоих. Это момент истины. Она признает свою боль, надеясь на какое-то понимание. What I'm trying to say is... You are very
idea of what been true. You ruined my life. И вот главный герой стоит на пляже. Он выглядит как пустое белое пятно на фоне реальности. Он принял то, что натворил. Но это принятие не принесло ему облегчения. Он просто остался один в пустоте. Вначале я говорил, что любовь — это тонкая грань. Герой этого видео не просто перешел ее, он ее сжег. Но знаете, я думаю, что в реальности он ее вряд ли убил. Весь этот путь от аварии в начале до дома в финале слишком сюрреалистичен. Скорее всего, все насилие, которое мы видели, происходило только в его голове. Он стоит на реальном пляже, целый, невредимый, хотя до этого ему стреляли в голову, и он сам наносил себе жуткие увечья. Этот пляж — это его реальное принятие. Он осознает, что потерял ее навсегда, но не через физическое убийство, а через собственное безумие и токсичность. Убийство в доме было лишь метафорой того, как он окончательно задушил внутри себя образ той, которую когда-то любил. Теперь он пуст, и эта реальность на пляже гораздо страшнее любого нарисованного кошмара. Давайте немножко отойдем от сценария, и я поделюсь своим просто личным мнением. Мне очень понравилось, несмотря на то, что рисовка выглядит так, будто все нарисовано в Paint. Кстати, недалеко мы ушли от Paint, потому что автор рисовал всю анимацию в Flippoclip. Кто знает, Flippoclip — это такое приложение для покадровой анимации, где все очень просто, и ты как бы просто слой за слоем рисуешь все свои кадры. Не знаю, есть ли оно на ПК, но в свое время я пробовал даже в нем что-то делать, и оно было на телефоны. И это тоже поражает, потому что, не знаю, мне очень понравилась анимация. Тема ролика достаточно серьезная, потому что, понимаете, любовь — это не только, что-то светлое. Человек просто так, такое в интернет не выкладывает. Поэтому я искренне надеюсь, что у автора все в порядке в жизни, и если не все в порядке, то он как-то живет дальше, справляется с этим. Саунд, эффекты, музыка. Мне понравилось все. Это как бы максимально вписывается в антураж, и при просмотре первый раз, я максимально был погружен в атмосферу. Что ж, на этом у меня все. Еще услышимся.